Привет! В этом видео мы вместе будем говорить о русском поэте. Слушай текст и отвечай на вопросы. Александр Сергеевич Пушкин. Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве. Здесь прошло его детство. Отец поэта тоже писал стихи, а его мать очень любила музыку. Маленькому Саше нравилось гулять по Москве, ходить на Красную площадь, в Кремль. Летом семья Пушкиных жила в деревне Захарова, недалеко от Москвы. Любимая няня Арина Родионовна рассказывала мальчику сказки, пела русские народные песни. Ответь на мои вопросы. В 1811 году, когда Александру было 12 лет, он поехал учиться в Царское Село, недалеко от Санкт-Петербурга. Петербург тогда был столицей Российской империи. Вместе с Пушкиным в лицее учились еще 30 мальчиков. Это были будущие известные политики, дипломаты, военные, писатели. В лицее Пушкин получил очень хорошее образование. Там изучали русский, французский, немецкий языки, литературу, историю, географию, математику. В лицее была большая библиотека, поэтому лицеисты могли самостоятельно изучать произведения известных философов, историков, поэтов. Все студенты хорошо рисовали, пели и танцевали. В лицее Пушкин написал свои первые стихи о родине, о дружбе, о любви. Пушкин провел в лицее 6 лет. Годы учебы в лицее – это веселое и счастливое время для Пушкина. У него было много друзей, он интересовался литературой и хотел стать поэтом. Рядом с лицеем находился прекрасный дворец – резиденция русского императора. Здесь часто бывали балы. Перед дворцом находился старый парк. Лицеисты всегда там гуляли. Пушкин написал много стихов об этом периоде своей жизни. Ответь на мои вопросы. После окончания лицея Александр Сергеевич жил в Петербурге. Он служил в Министерстве иностранных дел. Но работа чиновника ему не нравилась. Императору Александру I не нравились политические стихи Пушкина. Царь не хотел, чтобы поэт жил в столице. Поэтому он должен был уехать из Петербурга на юг России. Там он прожил 4 года. В Крыму, в Бахчисарае, он услышал красивую легенду о любви и написал стихи об этом. Южная ссылка закончилась в 1824 году. По приказу царя поэт поехал в село Михайловское, имение своей матери, которое находилось недалеко от города Пскова. 2 года
Пушкин жил там один. Рядом с ним была только его старая няня. В Михайловском он написал драму «Борис Годунов», 4 главы романа «Евгений Онегин» и много стихов. Александр Сергеевич любил русскую природу, русские традиции, хорошо знал историю России. В России любят Пушкина и говорят, Пушкин – это душа России. Ответь на мои вопросы. В 1826 году царь Николай I разрешил поэту уехать из деревни. Сначала Пушкин поехал в Москву. Здесь, на балу, он увидел красавицу Наталью Гончарову. Он полюбил ее. Они поженились. Молодая семья жила на Арбате. Они прожили на Арбате 3 месяца. Это было счастливое время. Потом Пушкины переехали в Петербург. Их квартира находилась в центре города, недалеко от Зимнего дворца. В это время поэт написал много стихов, поэмы, повести. В семье было 2 сына и 2 дочери. Александр Сергеевич очень любил своих маленьких детей. Он написал для них сказки. Ответь на мои вопросы. В конце 1836 года Пушкин получил письмо, в котором неизвестный человек сообщал, что Наталья Николаевна не верна ему. В Петербурге все видели, что французский офицер ухаживал за ней. Но Наталья Николаевна никогда не любила его. Пушкин вызвал Дантеса на дуэль. Дантес смертельно ранил Пушкина. Через 2 дня поэт умер. Ему было 37 лет. Пушкина похоронили в монастыре, недалеко от Михайловского. Ответь на мои вопросы. Это был русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Если ты хочешь знать еще больше о русских писателях, подписывайся на наш канал. Мы с удовольствием расскажем тебе больше. До встречи!